Всем привет! На днях буквально мне написал мой подписчик, мой товарищ. У него возникла такая проблемка. Он купил дом практически на хуторе, там буквально пару домов, и посадил кусты винограда. Росли хорошо, сумасшедшее соцветие, все красиво, но почему-то исчезла точка роста. Он мне задал вопрос, прислал фотографии, но я, честно говоря, не смог ответить на этот вопрос, почему такое может быть. Я такое предполагаю, что может быть одно-два соцветия на кусту, но когда все соцветия без точки роста, это, мягко говоря, выглядит как-то странно. Потом он прислал видеоролик своего участка, и я заметил, что вокруг него участка вообще ничего нет, только поля, причем обработанные. И вот я предполагаю, что, скорее всего, эти поля обработали гербицидами, что попало на его участок, и, скорее всего, возможно, вот с этим как раз связана проблема. Могу ошибаться, но у меня просто другой версии нет. Итак, вот я попросил, чтобы он прислал мне видеозапись, чтобы более-менее подробно он объяснил и показал, что у него происходит. Давайте попробуем помочь человеку разобраться. Возможно, кто-то с этим сталкивается, возможно, кто-то знает наверняка, в чем причина. Итак, давайте смотреть. Всем привет! Это мой виноградник в Несвежском районе. Немного предыстории. Кусты 2020 года были высажены в Молодеческом районе, переехали в Несвежский в 2022 году 30 апреля. 30 апреля я их выкапывал, и, наверное, 1 мая я их высадил вот на это место. Место здесь вот такое. Тут поле вот открытое. Там дом. Там пар домов. Ну и как бы везде поле. А с чем я столкнулся? 24 июня. Состояние виноградника получается вот такое вот. Мне непонятно. Я первый раз столкнулся с таким. Видео, которое это будете смотреть у Виктора на канале, это он мне посоветовал снять ролик с просьбой задать вопрос. А все равно комментарии пишут много же. С чем? Коронка. Если посмотреть, то есть коронка маленькая, ну буквально вот моя рука. Вот она коронка. Вот. Всего лишь ничего. Она не сухая, ничего. Вот уже соцветие. Это куст кадрянки. Вот. Смотрим дальше. Здесь более-менее на нормальное похоже. Это куст лоры. Вот соцветие идет. И коронка. Да, немного загнутая, как бы, и идет. Более-менее. Смотрим дальше. Каталония. То же самое. Кусты, когда были пересажены, они не были укрыты. Вообще не были укрыты. 1 мая были высажены и не были укрыты. И еще в это место, где высажен куст, когда уже закопал, высадил, подрыхлил, мочевину добавил, то есть азот. Через недели 3 добавил НПК удобрение, то есть 3 в одном. Как мне сказали, какое-то германское там, неважно, в колхозе не добьешься, как бы, то есть там 3 в одном. Ну, похоже было на азот, фосфор, калий. Вот, наверное, поторопился. Но листья не крутит, поэтому как бы спокоен. Насторожило только то, что почему-то коронки нет, а соцветия есть. В частности, вот он, куст Алешенькин. Это вообще, это я сам первый раз такое увидел, такого не должно быть по идее. И как бы с Виктором пообщался, с Емельяненко. Вот. Он тоже сказал мне, что вот такие вот дела. И попросил снять это все. Вот. Если посмотреть, то вот на прошлой неделе тут буквально было сантиметр, наверное, соцветия. Сейчас немного прирост пошел. Вот. Соцветия как бы по одному, по два на побег. Вот здесь, вот пример, если посмотреть внимательно, то есть точки роста 0. Вот она точка роста, вот она, всего лишь маленькая, вот она точка роста, малюсенькая. Я не знаю, видно так, нет? Ну, то есть точка роста буквально сантиметр, вот она, и гроздь сразу. А есть даже вообще без точки роста. Вот она гроздь, но точка роста это вот вся точка роста. Это вот
Вот это. Ну, я не знаю, что это за точка роста. Вот, и сразу гроздь. Вот здесь вот нижняя часть, можно посмотреть, уже зацветает. Ну, то есть весь куст усеян гроздями, как бы, я считаю, что это неплохо. Причем, что это всего лишь третье лето у куста. То есть я напомню, что 2020 года были высажены черенки. Плюс в этом году, 2022, он был пересажен. Есть еще один нюанс. Вокруг куста у меня повадились кроты. Они прям вокруг куста рыли здесь, копали, я не знаю. Я вчера их травил и что только не делал. И водой заливал прошлую неделю. Сейчас хоть как-то более-менее что-то пытается некоторые побеги идти, но вот он все равно молчит почему-то. Ну, то есть самой точки роста нет, а гроздь большая. Меня это напрягает. То есть, ну, нет листовой массы, нет урожая. Это, я так понимаю. Вот. Что здесь? Здесь лучезарный сорт. Та же песня. Как бы побеги, ну вот, они, ну, малюсенькие побеги. Отмерзли, наверное, потому что не были укрыты. Вот что это у нас? А, это Алешенькин продолжается. У меня просто перехлестывает. Я 2 яруса навязал, потому что четырехрукавная шпалера до этого была. С этой стороны клевер, люцерня, ну, кому как понятней. Ее ничего не обрабатывают. А если посмотреть с той стороны, там кукуруза за сеткой. Вот. И ее гербицидами шпарят. Ну, я как бы гонял. Вот. То есть, ну, они опускают максимально вниз свою поливалку, сантиметров 15 от земли, 20. И она дует вниз. Вот. К забору не подъезжают. Ветра тоже не было. Я не думаю, что могло прилететь. Сам гербицид прилетел, но его бы пожгло, наверное. Вот. Я как бы склоняюсь все-таки к кротам, что кусты висят в воздухе. Вот. Тут вот саженцы двухлетки высаженные были. 2 раза становились вот в таком состоянии. Вот сейчас побеги хорошие, нормальные. А 2 раза превращались вот в такие побеги. Сейчас покажу. То есть, я сегодня немного подкосил. То есть побег как пепельного цвета. Он не похож на то, чтобы сухой был, но и не живой, непонятно что. Вот они в таком состоянии были, и они потом отсохли. Это вот те 2. Этот же вообще сухой стоял, потом пошел, отрос немножко и опять замер. И вот он уже пробивается, и у него цвет. Вот, ну, кстати, вот те саженцы, вот те, они такие же были. А сейчас нормально. А вот этот вот еще такой. Не знаю я, с чем это связано. Вот он какой-то как пепельного цвета. И вот сидит он долго. Долго уже сидит, я считаю. 2 месяца, это как бы для меня это долго. По поводу соцветия, без точки роста, это какой-то парадокс. И у меня еще был момент, что много саженцев было. Черенки прорастил, все красиво, пошло, прирост пошел, сантиметров по 10 уже листики, все там, лоза пошла. Ну, не лоза, но точка роста, можно сказать. И все, а потом резко начала отсыхать, именно точка роста. Отсыхать и все, и отваливаться. Юпитер. Вот он сейчас зелененький уже стал. А был тоже пепельного цвета, потом подсох. Как бы все, что я хотел сказать, а дальше будем посмотреть. Все, всем пока.